денег, пусть 2 ящика денег. Молчи. Извини. Ну, я смотрелся. Ты передал ему, да, где снайпер? Да, конечно. Я кричу, снайпер там. Ну, Лучшая инфа в мире! Ребята, тут есть безопасный выход. Нет, он не безопасный, это тот, по которому ты поднимался и спускался. Я кричу, ребята, здесь есть безопасный выход. Бля, ты крыс. Мы же их не есть будем. Принц. Я очень рад вас здесь всех сегодня приветствовать в нашем маленьком, уютном убежище. Сегодня у нас здесь, в нашем уютном ламповом убежище, мы собрались для того, чтобы рассказать одну прекрасную историю из Таркова. Начинается она с того, что ваша группа из 4 диких однажды добралась до улицы Климова для того, чтобы встретиться с одним другом, с которым вы общались достаточно давно. Вы периодически приносили ему полезный лут в его убежище. Подойдя к улице Климова, добравшись до нужной квартиры, в котором скрывался ваш друг по имени Миша, вы сейчас стоите прямо перед его дверью. Все 4 диких. Давайте представимся. Начнем мы, наверное, с Мастихина. Меня зовут Мастихин. Я достаточно массивный мужчина, обрюзший, и у меня есть пулемет, которым я решаю в основном все свои проблемы. А вторым рядом с тобой стоит некто по имени Толя Старт. Здравствуйте, очень приятно. Я Толя Старт. Я недоучка, к сожалению. Меня выперли из института, из мединститута, где я неправильно лечил животных и людей, похожих на животных. А рядом с тобой, чуть поодаль, стоит товарищ максимально восточной национальности, который представился вам как Вася. Вася человек простой, работал автомехаником, но пытался стать пиарщиком. Что-то в жизни у него не складывалось, и он занимался то автомехаником, то трансляциями, то актером. По итогу Кривая завела его в Тарков, и он стал практиковать снайперское оружие. Ну и получалось, но он не отчаивался. Потому что у него была дружная и веселая команда. Рядом с Васей, чуть подальше, прямо возле подъема на этаж, озираясь, стоят 4 максимально похожих друг на друга товарища. Босс у них Жмых, и это маленькая банда Жмыха. Мы 4 брата-акробата жили в этом городе уже давным-давно. Наша главная задача — это показать этому городу, кто тут главный. Собственно, этим мы и занимаемся. Последний раз, правда, все хреново прошло, и мы заторчали огромное количество денег местному главарю, но посмотрим, как-нибудь выкрутимся. Дверь открывается, и перед вами появляется человек в броне модуль 3М, которая просто ослепляет вас своей белизной. Он выглядывает так аккуратненько, стараясь не высовывать голову наружу. Это ваш знакомый Миша. Он бировец, у него здесь такая нашивочка бира, кепочка сверху. В руках крепко сжатый АК-74. Он смотрит на вас и такой: ну, хер ли встали, давайте заходим внутрь, быстро, пока вы за всех не перестреляли. Придурки. Он скрывается внутри. Что начинается? Почему придурки? Что он себе позволяет? Ну, пошли внутрь. Кто из вас заходит первым? Я захожу первым внутрь. Собственно, ты подходишь к двери, пытаешься толкнуть ее, понимаешь, что она подперта изнутри шкафом, и ты очень с большим трудом пытаешься протиснуться внутрь. Отлично, нас пригласили. Пройдя внутри это небольшая убежка. Я смог протиснуться? Да, ты с трудом подвинул дверь. Ты видишь внутри небольшую убежку, диван, заляпанный чем-то невнятным. На стене висит несколько стволов. Окно завалено мешками с песком, каким-то мусором. Из этого мусора торчит приклад винтореза. Миша присаживается за диванчик и ждет, пока вы зайдете. Я забегаю и сажусь на диван. Крыса. Он немножко заляпанный, но у меня одежда не слишком грязная. Поэтому я сажусь поближе к винторезу.
Я Окей. говорю, слышь, есть что пожрать? И шарюсь в его уголке с едой. Да, пожрать бы, конечно, не помешало, господа, но давайте будем как-то покультурнее себя вести. Я вас пригласил тут за делом, а не чтобы вы жрали. И это, слышь, жмыхи, если я увижу, что вы что-то пытаетесь здесь, вам пальцы подстреливаю. Да, блядь. Хорошо. Он Мы закидывает заходим. ногу на ногу, ложит ствол немного поодаль. Итак, друзья мои, я вас позвал сюда не просто так, а потому что вам нужны деньги. И я это знаю. У нас у Васи еще. Ну и немного самогона. Вася Он стоит достает там. бутылку из-под дивана, ставит ее прямо перед вами на стол. Ну что, мы готовы поработать за такой нехилый товар? А что делать Конечно. А надо? о каком товаре идет речь? Что Самогон делать? поставил. Самогон поставил. Он ну, достал перед тобой прям такую большую бутыль самогона и пачку денег. Самогон. иди. Я хочу... Я работаю с алкоголиками. Я могу поискать в луте и найти пустую бутылку, чтобы попросить у него отлить туда часть самогона. На Думаю, дезинфекцию. да, даже без бросков ты можешь найти просто бутылку. Окей, я нахожу бутылку, пустую бутылку. Там что-то на дне плескается. Да, пофиг, туда налью самогон. Ну, вы же понимаете, ничего не может испортить самогон. И, собственно, спрашиваю у него, Миша, Мишанчика, родной, мы для тебя все сделаем. Дай самогончику, нам подлечиться. Давай сначала обсудим дело, а потом выпьем. Я не выпить, я спирт чисто для протирки. Самогон. Мастихин дело-то говорит. Давайте сначала мы обсудим. Он хватается за горлышко бутылки, так, чтобы ты не тянулся к нему. А потом уже что-то будем делать. Итак, господа, если вы проспали последнюю неделю, то тут недалеко, минутах в 30, может быть, в часе пешком, упал некоторый МЧС-вертолет. В общем-то, мне нужны кое-какие документы с вот такой печатью. Он достает небольшой листочек, на нем нарисовано такое что-то вроде ромба. Две стороны из них закрашены, а одна такая в виде буквы «Л». В общем-то, притащите мне документы, и мы в расчете. Бутылка самогона ваша и деньги сверху. Сколько? А сколько денег-то? Он так проводит рукой по пачке банкнот, пролистывая их. Здесь примерно 250 баксов и немного рублей. Все, что я смог наскрести. Спирт приложишь? Делим, если что, на 4, а не как обычно. Не есть- понял. То есть ты, как обычно, не заберешь все. Я, как обычно, не заберу, но я не хочу, чтобы мы делили на 7. Так. Тебе чем мои жмыхи не нравятся? Жмыхи, а ну-ка положили все, что взяли. Я могу оценить своим профессиональным задолжавшим взглядом, сколько на самом деле там денег? Да, можешь, используй свой ум, кинь кубы. Там целый 0. Ты же тупой. 8. Ты прикидываешь, что там чуть меньше, чем он сказал, где-то долларов 160, может, 150. Он пытается нас наебать, братва. Так, ты пытаешься нас наебать? Слышь, какой? Я И выпить даже не хоть думал надо. об этом. Мы с вами старые добрые друзья, вы что? Найдешь все остальные деньги, и мы в расчете. А сейчас давай карту с заданием. Он И достает мы заберем какую-то- ВСС. Да, ВСС и броник очень красивый. Он как раз на 20 баксов тянет. Это слишком? Вы что, охренели, что ли? Хорошо, без Мишаня, броника, ты не только ВСС. обижайся, но нас тут немножко дохуя. А ты борзый шибко, еще и лаве пригреть пытаешься. Так, мы я вам считать сказал, умеем. что 200 баксов на 4, значит 200 баксов на 4. Так там не 200 Нет, ты баксов. сказал 250 баксов на 4. Нихуя. Хоба-на. Жмых, вынь вещи. Мы не накробываем его. У нас он охрана. есть. Я выкладываю одну пустую консервную банку. Я не знаю, нахуя я ее спиздил, я клептоман, извините. Он, знаешь, наставляет тебе на руку ствол и говорит, так, ну-ка выкладывай все, что еще спер. А я вам скажу так, давайте вот все, что здесь есть, и еще сверху пару стволов. Устроит? Каких? Что найду, то и дам, че ебываешься. Ладно. Может, полено найдешь? Но чтоб нашел. Да все как договаривались, что ты начинаешь? Как будто я вас хоть раз пробовал. Было дело. Мишаня, так Ну, ты не уже считая пытаешься того нас наебать. Ты уже сказал 250, ты пытаешься нас наебать. Слушай, ну Я- ты же знаешь, что не найдешь, не проживешь. Ну что вы начинаете? Очень хочется Ладно. прожить. 4 жмыха, блядь, на борту. Если что, даже мехи потом будут подсчетом заниматься. Смотри. Так, ну ладно, давайте собираться. Он достает карту, такой небольшой планшетик с картой города, там куча отметок каких-то. Тыкает вам в точку. Говорит, вертолет свалился здесь.
А насколько я знаю от моего очень доверенного друга, там порядка 15 юсеков. Скок? Мишаня, ты уверен, что 250 обещанных долларов стоит этого? Слушай, ну я думаю, вы же сможете договориться. Кто-то из вас по-любому на английском шпляхать умеет, не то что я. Не, ну fuck you сказать способен. Ну вот уже, ты будешь уже молчать. говоришь больше, чем я. То, что тебе сказали, что это привет, друзья, это не то. В смысле? Он тебя обманул. Он тыкает тебе в 2 места на карте. А одна из них гостиница Пейнвуд. Он говорит, если найдете здесь, там Андрюха жирный. Я думаю, вот ты с ним договоришься. Если не Насколько он съедите друг жирный? друга. Он больше, больше да? меня? Нет, чуть-чуть поменьше. Ну и хорошо. Отлично, у тебя жирный авторитет. Задавишь его. Это главное. Авторитетом. И вот здесь вот он показывает на кинотеатр Родина. А вот здесь вот есть пара парней, они меня знают, ну так, заочненько. Если что скажете от меня, они могут чем помочь, но могут и не помочь. Ничего обещать не могу. Ну, Так там как скажем. договоритесь. От Мишани Скупова. Я предлагаю выдвигаться. Мишань, водочки отлей в бутылочку. Ты А он обещал. аккуратненько делает тебе примерно, знаешь, это, грамм 200 в бутылку. Прекрасно. Там Я- начинает что-то плескаться сильнее, она становится коричнево-серой. Газировочка. То есть у меня есть теперь бутылочка с самогоном, смешанным с чем-то. Да, именно так. Мое любимое. На кофе похоже, да? Да, ну. Я могу, пока никто меня не видит, использовать способность гребаное варье и все-таки попытаться что-то... Давай. 2 куба. Фонариков мало. Ты что, Мне всегда мало. 7. Ну смотри, ты поковырялся вокруг. Из интересного ты успел утащить кольт. Ну, точнее, не ты, один из твоих жмыхов успел заныкать кольт. Как только один из твоих жмыхов хватает банку тушенки со стола, Миша просто разворачивается и говорит, да ты охренел! Стреляет из ТТХи ему в руку. Я ведь говорил тебе или нет? Жмыхи, ну я же знаю вас. Жрать охота. Ну что ты, не человек, шо ли? Эту банку тушенки ему в награду дашь. Мы с ним потом рассчитаемся. Бери, не переживай, руку тебе потом замотают. Я беру оставшийся самогон. А так можно было? Он говорит, так, слышь, на стол поставил. Этот самогон нам за дело. Я выпью. Слушай, мне кажется, ты уже выпил. Ты только понюхал, уже разучился разговаривать? Я выпью. Ну что, товарищи, предлагаю выдвигаться. Итак, наша группа диких уже покинула квартиру и решила обсудить свои дальнейшие планы снаружи. Ну тогда за союзниками Да, мы идем к отправляемся. союзникам. Куда вы? На кинотеатр Родина или на Пейнвуд? На Мгм. Пейнвуд. Подожди, на Пейн. Подожди, а кинотеатр Родина, там... Там его братки какие-то, Миша. Братки На Пейнвуде его друган, который радист. Нет, нам нужно тогда не на Пейнвуд. Нам нужно к браткам. 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 В общем-то, темный вечер, вы, стараясь выглядеть максимально тактикульными, насколько можете, И слово посудной лавки. пробираетесь по городу. Абсолютно незамеченными вы добираетесь до кинотеатра Родины. Подходя ближе, вы видите даже отсюда в ночи свет фонарей, автомобильных фар. Холодно в городе. Судя по всему, где-то человек 5, может 6 трутся возле заднего входа кинотеатра. Ну, хоть и не друг друга. В общем-то, там стоит несколько машин. Собственно, большой грузовик, из которого они что-то выгружают. И на входе стоит достаточно здоровенный такой чувак с калашом в руках. Он пока вас не видит, вы издалека так из кустов смотрите на это все. Жмыхи, лут в тачке их. Фу. Почему? У тебя осталось 7 из 8 рук. Так что... Так это, 7-то еще есть. И 4 жопы. Мы их, Которыми ты думаешь? мы их используем потом. Кстати, уважаемый товарищ Жмых, вас сильно беспокоит лишнее отверстие? Рана, в смысле? Меня палец двигается. Могу просто заткнуть чем тампоном. Откуда у тебя тампон? У меня в луте могу поискать. Давай. Я пытаюсь поискать, пока мы сидим в кустах, в луте и найти там тампон. Окей, кидай свой лут. Собственно, у тебя +2 вроде.
Лута? Да. 1. 1, ну плюс 1. 1. Сколько? 7. 7. 7. Ну, ты перерыл все свои запасы, вытряхнул сумку на землю. Собственно, нашел там нужный тампон, чтобы замотать жмыху руку. Но пока все это трес и искал, ты достаточно сильно растрес кусты. И видишь, как со стороны кинотеатра «Родина», вот этого небольшого заднего проезда, в вашу сторону выдвигается тот самый чувак, у которого в руках был калаш. Он так наводит его примерно на ваши кусты, в вашу сторону, и движется потихоньку, так осматриваясь влево-вправо. Я выхожу из куста с поднятыми руками и кричу ему: братан, мы от Мишани, от твоего кореша, нам за дело затереть надо с тобой. Оп, слышь, пацаны. Че вы, от Мишани, говоришь, от которого? От скупого. Знаешь, он так отходит немножко в сторону, ближе к автомобилю синему. Собственно, смотрит на тебя и такой: от Миши Скупого? Этот нам еще денег должен с прошлого раза. Нам тоже. Он всем должен. Нам первым. Слушай, Зря я, конечно, рад вам здесь, но вы шли подальше. Вам тут не очень-то место. Есть охуенное предложение, брат. Давай Я рассказывай. выхожу из кустов. Смотри, какой у меня есть большой мужик. Привет, малой. Ты думаешь, это куст? Мы все это время прятались за мастихином. Смотри, Мишаня дал нам работу. Мы берем вас, все вместе выполняем работу, потому что так проще. Приходим к Мишане, забираем награду, ебаем Мишаню и разгребаем все долги. Слушай, предложение заманчивое. Еще есть что добавить? Предложение очень заманчивое. А это кто там из куста? Это куст. А тебя говоришь. черта это ебать не должно. Заваляла! Знаешь, он так пытается навестись примерно в сторону Васи. Будешь целиться в меня эти Опачки! Так, Ладно, Хватит. я понял, парни. Давайте не будем разводить здесь лишних проблем. Вот. Нам они тоже нахрен не нужны. Слушайте, мы тут как бы оружием разжились. Если вам что надо, мы готовы по сдельной цене уступить, но у нас все, сами понимаете, все кабану, это ничего не наше. кабану? Блядь, мы с че я тобой договориться. неважно, слушай, забудь, что я сказал. Так вот, да, мы расплатимся жопами. Жмыха. Слушайте, мне жопы жмыха не нужны, мне Андрюха жирный нужен и Миша Ворон. Если слышали про таких. Слышали? Еще те. Особенно Кто это? Миша. Все, Миши, что скупой, что ворон. Ух, бля, ложка упала. Так, что там с оружием и по деньгам? И по скидке. Потому И что по мы еде. знаем про кабана. И потому, чтобы отвести калаш от кустов. Где я? Слушай, а это кто еще там? Что там за синий куст? Это наш медик недоразвитый. Выпить хочешь? Слушай, пацаны, я, конечно, все понимаю. Я вот, рад, но давайте как-то вот не посреди поля, давайте как-то в машину, что ли, зайдем, или там Так в ангар. приглашаешь, пошли, конечно, дорогой, пошли. Поляна, с тебя. Только Гостеприим? стволы, давайте стволы завалите куда-нибудь. За спину хотя бы закиньте. А то не по-человечески как-то. Я закидываю волыну за спину, демонстративно. Так это А 3, остальные 4. Они А я тоже. в рукав вот так вот убираю, вот так вот. Он немножко торчит над плечом, только дальше не лезет. Окей. Я убрал винтовку за спину, но иногда ее поглаживаю. Окей. Ты выходишь из кустов? Ты выходишь из кустов? Да. Ну, собственно, ты ничего не изменилось, ты, в принципе, выглядишь как куст, только теперь стоишь. Я закидываю пулемет за спину, но у меня как бы всегда в жировой складке есть пистолет с глушителем. Держу руку вот так. Слушай, этот товарищ, который разговаривал с вами, опускает калаш, и Вася замечает своим зорким взглядом то, что у него пружины на калаша нет, и он, судя по всему, не боевой. Сука. Собственно, вы проходите с ним за ворота, примерно вот в эту точку. В палатке? Да, к палаткам. В общем-то, возле палаток вы видите примерно 6 диких, которые уплетают тушняк, сидя за столом, а еще 2 таких менее смышленных и крепких таскают из машины что-то вот сюда на склад, какие-то коробки. В общем, Домой Понятно. присаживается за стол, такой: ну что, господа, садитесь, поедим что?
Жмых. Я на ухо говорю жмыху. Оставь самого глазастого с палаточки, чтобы нас тут не того. Понял. Ну тогда мне приходится использовать Приказ? да, вожака стаи, чтобы у меня остался часовой. Кидай жестко. Жестко кидаю. Жестко. 6 плюс 2, 8. 8. Окей. В целом ты объясняешь чуваку, что ты от него хочешь. Он не до конца тебя понимает, но примерно встает, знаешь, плюс-минус к той точке, куда ты ему сказал. Я ребятам, которые едят за столом, говорю, ну, смотрите, у меня вот есть немножко водочки от Мишани, которую вы все знаете. Хотите Роковая прибухнуть? ошибка. От Мишани водочка? Да ты посмотри на это, что ты вообще, что за грязь ты принес? Это на коньяке. А ты настаиваешь на том, чтобы прибухнуть? Нет, я просто ставлю, говорю, пока, ну, смотрите, она чуть настояться должна. Вы как доедите, если хотите, бахнем. Ну, там, тост за встречу. Один из Когда них, самый договоримся. молодой, обращаясь к тебе, такой: о, пацан, я очень рад, давай, наливай. Протягивает тебе такую же пыльную грязную рюмку. Я говорю, погоди, мы вначале о деле поговорим, а потом тост, все дела, там, чуть-чуть. Ты доешь, у тебя чуть не доедено, вот, докушай плов, брат. Собственно, тот, который вас завел, присаживается, делает глоток сока, который стоит на столе, поворачивается к Уасе и говорит: слушай, я понимаю, ты тут самый крутой, и с тобой, наверное, есть смысл разговаривать. Слушай, нам Андрюха жирный бабок задолжал. Если вы с ним раскидаетесь, мы вам пару ящиков, так и быть, подгоним. Ящиков чего? Ну, что захотите, у нас много чего есть. А что у тебя есть? Давай рассказывай. Денег, ящик денег, пусть 2 ящика денег. Молчи. Извини. Он достает из-под стола такой достаточно большой ящик армейский, открывает его. Внутри лежит 3 граника. Вот такое есть, например, устроит? Граники-то весело, а есть чем стрелять-то из них, а то это не больше, чем дубина. Есть. Вы где это Всё добро найдем. достали? А тебя, жмых, это не должно. Ты и Базар. так всем должен. Да. А изолента есть, чтобы к дробовику примотать? Слушай, я когда разговаривал с тобой, Вася, вот когда ты там в меня с винтовки целился, я, конечно, понимал, что этот товарищ твой не очень умный, но не настолько же. Тихо, работаем с чем Дай приходится. пощупать. Так Пока- руки! Пока они там разбираются вот со всей этой херней, я аккуратненько отхожу к тем 2 паренькам, которые вот самые щуплые молодые, таскают вот эти ящики и разгружают их. Подхожу к ним и говорю: здорово, работяги, ну чё, как оно? Давай потом, что ты хотел-то? Тяжелый же. Давай подсоблю вам маленько, а то чё вы тут горбатитесь вдвоем, пока эти жрут? Да, давай поможешь. Он дает тебе край ящика, ну, типа, ты берешь его, он тяжелый. Прошу оставшихся 2 жмыхов, потому что 4-й там на стреме, нам тоже помочь. И все вместе тащим этот ящик, ставим. Сделай это, пожалуйста, круто. Круто тащит. Круто тащит. Ща Круто вот это тащи уронит. ящик. 6 плюс 2, 8. 8. Ну, смотри, короче, ты дотаскиваешь ящик внутрь. Когда пытаешься поставить его на землю, придавливаешь себе ногу просто. Ящик, соответственно, переворачивается от того, что ты дергаешься в сторону. Из ящика рассыпаются патроны на пол. Там порядка, наверное, половина ящика патронов от СВД. Пацаны, давайте быстрее это все обратно убирать, это, блядь, сейчас получим. Я же говорил, нахрен на тебя взяли? давай, не выебывайся, сейчас приберемся, разберемся. Они начинают быстро складывать патроны. И пока я вместе с ними складываю патроны, я, знаешь, вот 1 горсть пихаю в ящик, 2 себе аккуратно, 1 в ящик, 2 себе. Кидает, круто. Правильно я понимаю, что это все 3 так делают? Конечно. 7, 9. 9. Ну, смотри, короче, ты набиваешь пока карманы. Что делают остальные за столом? Я продолжаю беседу и говорю, типа, ну, граники это, конечно, весело, но мы же дикие. Нам граники это, конечно, хорошо. А что еще у тебя есть? Может быть, у тебя есть еда, медикаменты. Еда. Слушай, Может быть, у ну тебя есть... еда. жратвой и медикаментами мы вас обеспечим, если Было бы мы неплохо. договоримся, конечно. Нам вот, говорю, парочку Об этом мы, ЧВКшников конечно, надо. договоримся, но нам нужны для начала люди. Помолчи, Сколько ты из помолчи. своих можешь выдать? Мы же их не есть будем. Кто знает. Слушай, я, конечно, все понимаю, но если мы, короче, договоримся насчет тех 2 ЧВКшников, о которых я говорил.
Да, давай-ка расскажи нам о них. Где они, кто они, и чем они тебя обидели? Жалуйся, папе. Слушай, но Миша Уоррен, тот еще сволочь, он, короче, свалил куда-то, мы не знаем. А вот насчет Андрюхи Жирного, он где-то на Пейнвуде отирается. Говорят, он там снайпера какого-то нанял, чтобы он его прикрывал. Я хрен его знает, зачем он вообще этим всем занимается. Но он в прошлый раз у нас затарился радиокомпонентами. А, знамо такого, Пару да. ящиков. А денег до сих пор не вернул. Угу. Мы ему как чё бы ты от него намекали хочешь? пару раз, но он вот где-то зашкерился, не знаю. Так а что ты от него хочешь? Чтоб мы его убили, чтоб мы его привели живым. Слушай, меня устроит как бы либо он живой, либо он мертвый, без разницы. Давай договоримся так. За живого 5 ящиков, за мертвого 3. Слушай, давай по-другому. Давай, короче, 2 ящика за живого, 1 ящик за мертвого, и я парней вам еще с собой дам. Сколько парней? Ну, 2 точно. Давай 3. 3. Бог любит троицу. У нас 3 своих уже Попытайтесь есть. договориться от пылка, киньте кубы. Кто-нибудь из Кто вас. самый пылкий? У меня 0. Не, кто-нибудь из тех, кто разговаривал. Либо Вася, либо Мастихин. Давай ты. 8. 8. 8. Ну, слушай, он говорит, я, в принципе, если живого приведете, я 3 дам, если мертвого 2. Хорошо. И жратвы. Давай ты лучше дашь 3, И и мы это, приведем. слышь, родной, может, у тебя Трудно есть чем в получилось. ночи смотреть? Может, там фонарики, может, Ну, ночное видение? фонариков дам парочку, да, так А и мне быть. ночное видение можешь так это чисто Ты по-братски чё, слышь, относить? Вася, я все понимаю, как бы, но мы тут дикие или что? Я где тебе такие вещи достану? У тебя полные ящики оружия, ты мне бабушку не лечи. Для кабана. Ну, он говорит, что, слушай, нет, ребят, все, что есть. Вот фонарики могу выдать, больше ничего не имею. Мы вернем его. Так нет ничего, что ты вернуть-то собрался? Ладно, хорошо, фонарики давай. Ну, он, собственно, достает тебе из пары ящиков в углу просто такой россыпь фонариков на всех. Гранаты есть? Одну. Гранаты найду, но это только после дела, ребят. Только после Не, дела. там есть, там, чтобы снайпера, типа, замаслить, нужна гранатка. Ну, одна. одну дам. Спасибо. Хватит одной? Запиши себе гранату. Он достает эвку из кармана, отдает кому-то из вас. Запиши себе гранату. Это нормальная граната? Проверишь. В смысле проверить? Но сейчас мы чеку из нее доставать не будем. Мы не будем этого делать. Хотя бы смотри, может там на донце У написано. Подожди, а кто-нибудь разбирается? Вы же дикие. Киньте, пожалуйста, от умно кто-нибудь, кто будет осматривать гранату. Я осматриваю свою гранату. Ты что? Ну давай. Ты умный. Я понял. Подсоби. Старичок. 6. Отлично У тебя есть смотрел. плюсы? У меня... А на что? Это не пылка, я на умно, осматриваю. да. Умно? Да. Хотя бы 0. 0. 6, значит. Ну, слушай, ты посмотрел, на вид абсолютно нормальная граната. Зеленая. Зеленая. В шашечку. Граната. Я положил ее. Хорошо, у тебя Карман. есть граната. И пока парни там обсуждали, я, значит, сидел с этими 5 товарищами, которые за столом ели. И, собственно, такой, пацаны, давайте я с вами перекушу, и там истории хорошие расскажу. Да, мы всегда рады. У меня вот книжка есть с картинками, смотрите, значит. Достаю справочник по анатомии. Говорю, смотрите, тут 18-я страница, половая система. И там Давайте, все написано на английском, напоминаю. по-английски, да, ну я по картинкам понял. Ну вот, и мы, значит, с ними сидим, я говорю, есть что поесть, чтобы с ними? А там за беседой, там поговорим, посмотрим. Собственно, спрашиваю, есть у них что поесть? Да, конечно, угощайся, друган. Вот, смотри, они протягивают тебе открытую банку тушенки. Отлично, сидим, значит, едим, смотрим разные интересные картинки, там, сгиб локтя какой-то, значит, Ты ноздря. пытаешься на ломаном английском что-то объяснить им? Да, значит, вводим пальцем, и я говорю, что-то посуху плохо идет. Смотрите, давайте все-таки бутылочку-то, наверное, на всех, на 6 бахнем. Вас же 5, правильно? Я сейчас под закусь. Кинь, пожалуйста, от пылка, как ты пытаешься их уговорить. Если что, у меня пылка 0. Я дам тебе +1. Отлично, спасибо за +1. 7. Тогда 7 получается. 7. Говорит, слушай, ну, только вместе давай на 3, короче. Он разливает на 3 стакана и протягивает один тебе. Окей, а еще у них 3 человека не будут пить, правильно? Да. Окей, ну давай на 3, что? Вздрогнули? Да, Значит, мы такие. ты выпиваешь, даже отсюда ты чувствуешь привкус каких-то грибов, чего-то гнилого в этом вкусе. Сам Они варил. закусывают такие,
Хорошо пошла. Отлично Отлично, пошло. вообще лучшее, что я пил. О, это Я как-то чаем увлекался, он вот примерно такой же эффект дает. Ух, Так это 10-летняя выдержка. ты на чайном грибе, что ли, настаиваешь? Конечно, вообще на любом, который нашел. Так, это в этой книжке я рецепт вычитал, там на второй странице. Ты видишь, как один из них встает, короче, и уходит куда-то за синюю машину, этот грузовик, который стоит рядом. И ты слышишь оттуда... Во, говорю, смотрите, как вашему товарищу хорошо сейчас. Давайте, я знаю еще место, где растет такой же гриб. Если с нами пойдете, я вам потом покажу. Таким образом, я пытаюсь кого-то пригласить в компанию. Я, видя то, что мои коллеги Накидываются. хотят сделать какую-то дичь, потому что я давно уже не вижу жмыхов. Я все это время общаюсь с чуваками на Пули ящиках. собирает. А он там ящики собирает, да? Да. Работаю, в отличие от некоторых, пока вы там Работаешь, языком ну тоже треплете. тут работаем, слышишь? Уже Я, ходишь как посудная лавка, гремишь. я собираю еду со стола в карманы. Пока ты Незаметно. собираешь еду в карманы, незаметно. Жмых и компания Так, успешно закончили собирать патроны в ящик и налетали примерно, ну, наверное, где-то 2 пачки патронов от СВД. Проблема в том, что у жмыхов нет СВД. это не важно. Чисто в костер Но кинуть. у них есть патроны. Я обращаюсь опять же к этим товарищам, говорю, братва, значит, я вам помог, чисто вот как работяга работяги. У меня к вам есть очень важный вопрос. Чисто вот по-братски. Да, давай. Вы Давай, откуда друган. это добро вообще достали? Это ж вообще пиздец какой. Слушай, я вам вот, ну, ты чувак хороший, ты помог нам. Слушай, ну вот я как бы говорить-то ничего особо не могу, но мы на товарища одного работаем. Такой здоровый, здесь вот недалеко ошивается. Слушай, он нам как-то подкинул инфу о том, что вот здесь вот недалеко, тут где вертолет упал, может, слышали? Вот, там, короче, ребятки есть, которые стволами барыжат. У них еще надпись такая на английском, прям на груди, что-то Ну, что-то про секс или я что-то слышал. такое. Да, я, короче, не знаю, вообще не разбираюсь. Вот, мы, короче, к ним смотались, и они нам поменяли это все на какие-то документы. Я хрен его знает, зачем они им. Я понял. Предложение к тебе есть. Смотри. Документы. Смотри, я вижу у вас тут типа волын прям нормально таких, уверенных. Вы можете одну нормальную волыну подогнать, вот чисто по-братски. Если прям совсем впадлу, у меня есть кольт, древнючий, ценный, прям красивый, великолепный, прям практически антикварный. Сохранился, блядь, от деда достался. Могу махнуть чисто вот по-братски. Кидай кубы от пылка. 7 плюс минус 1, 5. 6. Неудачный. 6. От деда. 6. Но я тебе дам +1 таки за то, что Спасибо. ты предлагаешь свой ствол. Говорит, слушай, ну, мы тебе, конечно, подыщем что-нибудь, но оно не самое новое. Там из завалявшегося, то, что не удел. Ну, как бы то, что, скорее всего, смотреть не будут. А что тебе надо вообще из стволов? Какие ты хочешь? Что нам надо? Косу проси боевую. Кого? Серп или косу. И молот. Есть у вас что-то типа СВД? Слушай, ну что-то типа СВД найдем. Он шарится какое-то время, притаскивает тебе СВД-ху. Она, короче, офигенная в целом, даже чистенькая, вся в сборе, но у нее немного ствол кривой. Ну, Починим. Патронов попроси. протягиваю ему ладонь, пожимаю, «Бля, братан, от души спасибо, прям вот. А ты жмешь ему ладонь, у тебя в ладони остается 3 патрона от СВД, он говорит, это так, от нас чисто за помощь, спасибо Бля, тебе. братан, просто вот мужик вообще лучший, блядь, с меня пиво, если найду, блядь, просто, муа. У него патроны не вываливаются из руки. Не, в руке у него 3 патрона, которые ему дали. Там дырка же. Да меня же зашили, меня ж там. Да, ему там там тампон. тампон, ему все хорошо. Всё, я беру эту Всё нормально. СВД, сую ее за спину, поверх нее кладу свою вот эту вот автоматную залупу, чтобы СВД особо не палилась. И вот спинкой, чтобы особо не светить, этим подхожу обратно к своим пацанам, стою рядом с ними. В общем-то, Да. ты выходишь наружу, добираешься до всех оставшихся 3 ребят. А Мастихин дотырил немножко еды себе в карманы, так, чтобы это не было заметно. Вкусный? Ну, как тебе сказать, все, что ты видел, это тушенка, у которой пару лет назад срок годности кончился, а в целом Терпимо. тогда... Так Мастихин, ты же понимаешь, что вся тушенка, которую ты себе положил в карманы, была открыта. Мы ее ели. Тушенка. Вы доедать будете, баночку не выбрасываете, так и себе просто туда. Открытая тушенка получается? Конечно. Открытая. Ты ее хотя бы
Нет, это не переворачивай в карманах, там я не знаю. Это уже нюансы. Я там пытался с товарищем договориться. Один убежал, ему так хорошо было, а со вторым мы сидим. Я говорю, может, с нами пойдешь там? Ну, слушай, он накидывает еще одно. Говорит, слушай, предложение заманчивое. А что вы платите что-нибудь там, не знаю? Говорю, да, конечно, я знаю, где делянка вот грибов, и умею, значит, прекрасно спирт делать. Мы с тобой Слушай, делаем. ты Просто вообще, слушай, ты пацан ровный. Слушай, вот Да. если ты, короче, еще Понимаю. такое же намутишь, я вообще с тобой хоть в огонь и в воду. Че, мы с тобой таких делов наделаем, братиш. Я же слышу, как они об этом говорят, я же рядом с ними. Да, да, да. И прячешь. 50 баксов с меня сверху еще, и прямо сейчас идем. А мне? Да слушай, за такие бабки. Он говорит, слышь, это. Ты, он тыкает в того чувака, который вас привез. Я на вас больше не работаю. Разворачивается, встает из-за стола, падает. Пытается подняться, хватается за стол такой, хватает твой полтинник. Мы отходим с... Да. Мы отходим в самый темный участок, который там есть, неосвещенный. Я нарисовал примерно. где. А? И говорю ему, я намутил тебе волыну. У нее, правда, чуть-чуть кривоватый ствол, но я знаю, ты парень, блядь. Короче, волыны чинить умеешь. Хорошо, Вот тебе сразу ее, я маленький, бля, палец, пиздец. Передаю ему СВД и сразу достаю эти 2 пачки, говорю, вот и тебе 2 пачки патронов к И ней. 3 патрона, да? 2 пачки, 3 патрона. И три патрона. Ну ты ему рассыпухой просто насыпаешь в руки патроны, у тебя не рассыпухой в карманах. Все, что было. Насколько... Погоди. Я спрятал СВД рядом к своей снайперской винтовке, чтобы она не сильно выделялась за моими кустами. Просто 2 такие винтовки крест-накрест. Да, за А спиной. это рация. Вы же понимаете, что на базах самый темный неосвещенный угол — это всегда туалет. Ну Вы да. вообще куда ушли общаться? Поссать. Так, Насколько податливый вот этот наш новый товарищ? Ну а что ты хочешь от него? Имя Я узнать. хочу договориться с ним, чтобы он ходил рядом со мной. Я как бы подвяжу за пояс его своей веревкой и привяжу к себе, чтобы он недалеко убегал особо. Ну, думаю, он сейчас в состоянии вообще согласен на все, что угодно. Если он согласен сразу, как бы я ему объясняю все, что от него требуется, чтобы он периодически прикрывал меня и как бы привязываю к себе по факту. Но он на веревке как бы будет. Слушай, он ходить. смотрит на тебя. Вот я на все согласен, что ты говоришь, но только если вот твой друг со мной пойдет, он тычет в Толю. Обязательно. Мы Мы вдвоем все будем вместе прикрывать. пойдем. Да. Все, вдвоем с тобой вообще команда просто. Конечно, братан. Меня вообще Никита зовут, он тянет тебе руку. Будем знакомы. Имя у тебя забавное, конечно. Ну, что поделать. У него ствол какой-то есть? У него за спиной есть кедр такой, он типа висит на таком, на ремешке здесь на Это бочине, дерево? который ПП кедр. Мгм. я говорю своим коллегам, что нам пора выдвигаться по заданию в сторону Он Пайнвуда. говорит слово коллега? Я не Говорит знаю. слово коллега? Всё, коллега. Я тебе не коллега, брат. Не коллега ты мне. Мы тебе не коллега, корешок. Я вообще главный, брат, я с каким придурком я работаю. Кстати, вопрос о нашем новеньком. Он какого телосложения? Просто у нас мастихин, он вряд ли сможет за худого человечка спрятаться. Он достаточно худой, он такой, знаешь, невысокий, где-то может 1,60 м, абсолютно лысый, с такой щетиной недельной, фиолетовой, в адидасовской куртехе, У такой нас есть невысокий 5-й паренек. То есть он только сектор твой сможет закрыть какой-то. Да, Он, то есть, вращается по моей орбите перед. да, на веревочке, как привязанный. Мы будем звать тебя Луна. Так, твой позывной Луна. Я понял, сэр. Он прикладывает Братья. руку к голове. Погнали. Погнали. Наша группа диких уже выдвинулась в сторону Пейнвуда, продолжая обсуждать свои планы. Смотри, охуенный план. Вот этот вот, блядь, радиотехник, нам к нему Мишаня послал, он его кореш. Мы к нему придем не как от этих пацанов долг выбивать, а как от Миши, от кореша. Скажем, что у нас радиодетали есть, он нас к себе пустит, мы с ним перетрем. А потом порешаем. А потом И в шлюзы. аккуратненько, да, вопросики порешаем, еще ценного у него там. Нам он нужен живой. Ну, это по ситуации. Если он будет шипать, Мы порешаем всех, кроме него. по ситуации. По ситуации. Прошло еще несколько минут,
а наши герои оказались совсем рядом с гостиницей Пейнвуд. Все, идем просто к механику. Да, мы как подходим всякое к Пейнвуду и идем к отмеченному месту с поднятыми руками демонстративно, чтобы снайпер, обороняющий позицию, нас не застрелил на подходе. Все 7? Да. 8. 8. 8, извините, да. Забыл про Никиту. В общем-то, Ну. вы все 8 добираетесь до Пейнвуда. Отсюда никакого движника нету, вокруг темно, у вас в руках фонарики. Включенные, кстати, или нет? Включенная. Да, окей. У вас у всех 8 в руках фонарики. Вы выходите на плюс-минус освещенное место на Пейнвуде. Примерно понимая, в какую сторону смотреть, вы увидите на крыше самопальную такую радиолокационную антенну. Где-то, наверное, метров 7-8 высотой, развернутую на крыше Пейнвуда. Отсюда никого особо не видно. Вокруг тишина, ночь городская. И, собственно, вы видите небольшую лесенку такую пожарную, которая идет наверх где-то этажей 6 на крышу Пейнвуда туда, к тому месту, где стоит эта антенна. Я говорю, Мастихин, ты вряд ли по ней заберешься. Луна! Подсоби. Чем могу помочь? Помоги подняться. Закати меня. И Плохой план. жмыхи. Плохой Тоже. план. Ты останешься внизу. Я поднимусь. Ты останешься... Ты сейчас встанешь на лестницу, лестница поднимется. Какая это еще раз лестница? Это пожарная Пожарная ветхая лестница. лестница. Такая, по которой лезть надо вверх руками. Я могу прикинуть, смогу ли я по ней подняться? Тебе пузо не поможет. Ну, слушай, ты, наверное, сможешь по ней подняться, но она достаточно ржавая. Давай идешь ты останешься. последним. Давай ты последним. Да, давай ты как минимум попробуешь идти последним в натуре. Да, давай мы пойдем, но ты пойдешь последним. Пока Давай, вы это давай. обсуждаете, Никита кричит в вашу сторону. Эй, ребят, я тут еще вот такую обычную нашел. Он показывает в сторону входа в Пейнвуд. Там достаточно такая, ну, типа, вот эта стандартная пожарная лестница внутренняя, по которой можно подниматься. Жмых, ты, соответственно, пытаешься осмотреться. У тебя есть ровно один вопрос, который ты хочешь задать и можешь задать. Есть ли по пути к этой лестнице и на самой лестнице растяжки, на которых можно подорваться? Растяжек ты не обнаруживаешь. Твои жмыхи осмотрелись вокруг. Растяжек здесь нет. Можно идти спокойно. То есть у нас получается Пацаны, 2 лестницы, да? Я не вижу ничего, что может нас взорвать. Так иди. Нет. Хорошо, я хочу пойти по пожарной лестнице. Я тоже по пожарной пойду. Отдашь мне Пятером. одного? Пусть один пойдет со мной. Я с тобой пойду. Ты со мной пойдешь? А прикрывать нас откуда? кричит чувак, которого вы назвали Луной. А ты пойдешь туда, Ты- куда пойдет Мастихин. Могу ли я попросить его осмотреться? Да, что ты хочешь, чтобы он узнал? Проверил чуть более тщательно, чем... Мы. Проверял каждый свой шаг, когда ступает дальше, и если он что-то видит подозрительное, как бы кричал, что типа «Мастихин, берегись». Ну, ты отдаешь ему такой приказ, используй жестко, Жесткий. для того, чтобы отдать ему этот приказ. Сейчас, секунду. 7. 7 плюс 2, 9. Собственно, он проходит вперед несколько метров, осматривается, поднимается на лестницу. Каждый шаг очень так внимательно касаясь бетона. Как только он поднимается на второй этаж, вы слышите выстрел где-то у вас за спинами. Судя по всему, это что-то крупнокалиберное. Патрон прошибает Луне руку. Он падает, кричит: больно! Больно! Помогите! И остается лежать где-то между пролетом первого и второго этажа. Я подтягиваю его к себе. За веревку? Ну, да. Окей. Он говорит: больно! Да что ты делаешь, придурок, больно же! Я готовлю йод и ватку. Ты отсюда примерно видишь, что у него прострелено плечо. Я напоминаю, что вы стоите перед Пейнвудом на открытой местности. Мы же по лестнице поднимались. Ну, подожди, вы поднимались те, вы пока подходите к пожарной. Ага, Ты только что заявил об этом. это правда. Так вот, ты подтягиваешь его к себе. Смотри, Толя, полечи его. мы сейчас со жмыхами идем к пожарной лестнице в этот момент, правильно? Да-да-да. Я, значит, такой, жмых номер 1. Ай, Тебя же много? да, Вот ватка с йодом, так, лечебная. так. И, Это есть надо? подожди, дослушай. И, значит, бинт израильский.
Допустим. Отнеси пацанам, я слышал, там 50-м калибром в руку попало, должно помочь. Какой у тебя слух? Ка- Хороший. Давай. Кого-нибудь пошли из своих. Слушай, ты А мне пытаешься самому не бежать? объяснить ему, как это сделать, или просто предлагаешь передать? Просто передать. Ну, Окей. я говорю, вот передай им и скажи, чтобы приложили. Так, я беру это все дело и думаю, бежать самому или послать кого-нибудь из своих дурачков. Наверное, лучше сбегаю сам, потому что я не уверен, что дурачки выполнят приказ Я останусь с 3 жмыхами. нормально. Они со мной бегают. Это они- Ты останешься один. Ты останешься один на открытой Ну, ты местности. решай сам. Хорошо, я беру самого смышленного из этой троицы, хватаю... Себя. Нет, троицы, я про своих Хорошо. товарищей. Беру его за грудки и говорю, смотри, вот вата, вот йод. Отнеси это мастихину, он знает, что с этим делать. Попытайся Приложись объяснить и ему помотай. жестко. Жестко объясняю ему, как это все надо сделать. Разборки внутри банды. Тем временем, Вася, Это 8. ты стоишь перед входом в Пейнвуд, видишь всю эту картину, что ты делаешь? Я пытаюсь подбежать к Мастихину и сказать ему, что с лестницы, дружочек, нужно бы нам съебаться. Потому что нам стреляют в спину. И занять нужно укрытие и полечить твоего новоиспеченного кореша. Бежим! Ты бегать не можешь. Идем. Могу! Перекатываемся. Хорошо, я передвигаюсь на предельно возможной скорости. То есть- Я беру Луну, как бы и прижимаю к себе. Он истошно орет, больно. И передвигаюсь на, возможно, предельной скорости. То есть ты просто... А в какую сторону ты передвигаешься? Вниз по лестнице. Куда мы бежим? Вниз по лестнице. Мы вниз передвигаемся. Да. Ищем укрытие ближайшее. Ближайшее. Я второй рукой беру свой пулемет и готов мстить. В меня не целься, дурак. Лестница узкая, Я по-другому готов никак. мстить. Хорошо. Собственно, вы находите небольшое укрытие за какими-то ящиками внутри здания. Затаскиваете туда Луну. Он на мне. Да, вместе с тобой, естественно. Туда же забегает Вася и быстро прибежавший в вашу сторону жмых. Тем временем Толя остается возле пожарной лестницы. Я же послал товарища своего. Ты товарища послал, Толя хорошо. и 3 жмыха. Толя и 3 жмыха возле пожарной лестницы. Что делаете? Я предлагаю мне залезть первым. Я маленький и быстрый, быстро лазю. И когда буду подниматься наверх, буду кричать этому механику, что мы от Миши. Может быть, он успокоит своего снайпера и перестанет стрелять по пацанам. Ну давай, я тогда за тобой сразу приду. Я начинаю максимально быстро лезть по этой лестнице. Ну, настолько быстро, насколько хватает моей ловкости. Ну, это не настолько тяжелое действие, но все равно придется кинуть кубы. Используй круто. Я круто залезаю по этой лестнице. Просто лестница очень Там крутая. 11 плюс Это круто. 2, 13. Я максимально... Слушай, ты просто максимально филигранно, цепляясь, буквально на одних руках заползаешь на 5 этажей вверх, И- хватаешься за край крыши и переваливаешься на ту сторону. И сразу же кричу: механик, братан, мы от Миши, по делу пришли, угомони своего снайпера, мы с миром. Собственно, ты не замечаешь никого на крыше. Тем временем Толя внизу. Я поднимаюсь, я смотрю на эту лестницу, понимаю, что это не просто рухоход, а нормальная лестница с площадками. И, собственно, просто пытаюсь по ней залезть на крышу. Кидай круто. Я круто иду по лестнице. Пока я на руках. Да, я не понял, зачем вы втроем на руках. Надо было выпендриться. У меня от круто, да? Да. Это 5. Я Споткнулся. просто иду по лестнице наверх. 5. 5. Ну, 6 минус 1. Собственно, ты доходишь до середины, примерно на 2-й этаж. В этот момент ты видишь, как болты, на которых лестница крепилась, отваливаются из стены. Ты, собственно, пытаясь за это все схватиться, начинаешь сползать вниз и падаешь куда-то, вместе держать за эту лестницу, вместе с ней куда-то вниз с 3-го этажа. Я ж на Брось, втором. пожалуйста, получить урон. 2 куба плюс 0. 5. Ну, собственно, ты падаешь очень удачно прямо на свою голову. Ты очень больно кричишь, впиши в себя 3 урона. Напоминаю, сейчас я впишу, напоминаю, что
с прошлого места мы уходили в подпитии, в сильном, и, как мы все прекрасно знаем, пьяному не страшно падение. Ну, падение не страшно, но больно. Понял, и обидно. Сколько вписывать? 3. Ладно. Я после этого отряхиваюсь, стою. У тебя, судя по всему, сломана рука и, возможно, в нескольких местах ребра. Ну, ты можешь попробовать встать. Я пробую встать. Окей. Собственно, ты так с трудом, опираясь на одну не сломанную руку, встаешь, поднимаешь голову, видишь за стенкой своего друга Мастихина и Васю. Вместе с ним Луна, которая орет. И тут туда, со стороны входа, бежит Жмых. Лестница отвалилась совсем? Да, лестница отвалилась совсем. Ну, собственно, я иду к парням у главного входа и прошу вернуть мне ватку с йодом. Чувствую, она мне пригодится. Ля ты крыса. Удар крыса в крысу. Ватку используйте, не выбрасывайте. Я тоже занюхаю. Подожди, Луне это важнее. Луна там тем временем кровью истекает. Что делать будете? Перевяжи его. Мы обработаем тебя, но Луна нам очень важен. Ну, хорошо. Это ключевой персонаж. Ну, смотри, я так понимаю, что Жмых с ваткой добежал вначале до вас, пока мы наверх ползли. Как у нас это? Я дам тебе аптечку. Я обрабатываю, я не умею это делать, но я обрабатываю свою Луну, вот, заливая йод, вливая на плечо ему, у меня была бутылка самогона, и даю ему в рот самогон тоже, и ваткой все прижимаю, чтобы он не умер. Кинь, пожалуйста, от ума то, что ты делаешь, чтобы понять, насколько ты сделал это адекватно. Ты ж тупой. 4. 4. Слушай, ну, судя по всему, ты нанес какие-то очень крайне неприятные повреждения, потому что Луна вырубился. Он без сознания, но зато он перестал орать. Очень хорошо, я считаю. Ты просто заткнул. Я лекарь. В этот момент я подхожу к ним. Врач. В этот момент я к ним подхожу. Как подхожу? Ну, подползаешь. Чисто на зубах. Да, собственно, перелазишь через край вот стенки, где они прячутся, и падаешь туда внутрь. Я видел плачевное состояние, достаю аптечку и пытаюсь ему оказать первую помощь. Кидай от ума. Потрать единичку аптечки. Аптечка от ума. 3. Ох, мы сейчас подлечим. Брат, не надо. Я оставил вас одних на 5 минут. Не надо, да. Вася достает свой нож. Я не был. То, что он считает аптечкой, и пытается сделать тебе то, что вам абсолютно запрещали делать со всеми переломами на ваших медицинских курсах. К сожалению, это не возымело успеха, поэтому, пожалуйста, Толя, впиши себе еще одну рану. Ты истекаешь кровью. Я могу попробовать еще раз его полечить. Ты зачем пырнул его ножом? Это не вылечит перелом. Не получилось. А еще раз. Почему ты не выздоровел? Я наточил нож, решил проверить. Он так ранен. Я в сознании еще? Да, ты в сознании. Я могу попробовать его еще раз Хорошо. полечить? Подождите, тем временем Жмых на крыше, в одиночестве, осматривает все. Ты видишь, как вот эта вот антенна мигает, и замечаешь, как человек, просто вот сверкая пятками, он невысокий, где-то, наверное, 1,50 м, такой очень-очень широкий, наверное, как половина, а то, может, и 2/3 от Мастихина, переваливается просто бочком через одну из окон на крыше и начинает бежать вниз по лестнице. Твои действия, Жмых. Я бегу за ним и кричу: стой, дурак, мы от Миши пришли с радиодеталями. Собственно, он скрывается где-то в ночи, внутри здания. Я включаю фонарь и бегу за ним. Окей. Ты забегаешь в здание, а тем временем внизу Вася подумывает второй раз полечить Толю. Да. Давай я полечусь сам, брат. Я еще пока в сознании. Ты не сможешь этого В сделать. смысле? Я потратил только, ножик, аптечка Ты целая. меня сейчас убьешь, дурак. Дай я полечусь сам. 6, 4, 10, 12. Слушай, ну ты достаешь, собственно, наконец-то нормальную аптечку. Понимаешь, что ножом стоит отрезать не то. бинт, а не кусок от Толи. Поэтому успешно забинтовываешь ему то самое повреждение, которое я нанес ему ножом. В общем-то, пока ты этим занимаешься, прямо над твоей головой со свистом в стену влетает достаточно крупного калибра пуля.
прям вот над твоей головой, оставляя такое облачко пыли бетонной. От этого я понимаю, что снайпер на улице, снаружи. Все так. Стой, дурак! Мы же с миром пришли, у нас детали от Миши. Мы не хотим воевать. Мне кажется, Миша всех сказал, всем должен, поэтому мы в говно въебали. Помогите. Тем временем наверху Жмых добегает до лестницы и видит, как Миша остановился и... Миша? Ой, Тот, кто Андрей. сбежал. Андрей остановился, собственно, и в вашу сторону, в твою сторону, тычет кольтом, вот так вот, держа его в дрожащих руках, и такой: я ведь знаю, что вы не от Миши. Я знаю, я видел, как вы с другой стороны шли. Андрюх, спокуха. Миша скупой, в белом бронежилете модуль 3М, в убежке со шкафом с обратной стороны подпертым. Отправил нас к тебе по делу из-за документов у упавшего вертолета. Вы... Ну ладно. Он так выходит немножко на свет, ты видишь, у него такое грузинское лицо с горбатым носом. Такой: где детали-то? Ты что, один, что ли? Я больше вас видел. Мои пацаны где-то внизу, и по ним работает что-то очень крупнокалиберное. Ты можешь его успокоить? Будь другом, а то я в натуре один останусь. Он достает радейку у себя из разгрузки и такой: слышь, там свои, не стреляй по ним. Ты давай, вот, и сдрисни с этого здания, тебя там, знаешь, как видно хорошо. На желтое перелезь. Он отпускает кнопку на рации. Такой: все, ваши ребята там в порядке. Все, я демонстративно переключаю винтовку на предохранитель, убираю ее за спину и двигаюсь в сторону Андрея. Братва, вы там живые? Нет, вопрос решен, поднимайтесь сюда, нормально все. Мы посылаем... Слушай, Крис, Жмыха, вы... Да, Жмыха 4-го посылаем вперед и идем за ним. В общем-то, Андрей спокойно проводит вас до верха этого небольшого отеля. Ну, как до верха, до одной из крыш. Заходит в небольшую палатку в центре этой крыши, которая развернута, из которой торчит та самая антенна, которую вы видели снизу. Присаживается в кучу радиодеталей прямо посередине. Разгребает ее немножко и такой: ну что, о чем вы поговорить хотели? Говорю: Андрюша, вот у тебя столько деталей тут, а лестницу ты закрепить не мог, да? Какую лестницу? Пожарную. Ту, в которой больше нет. Ты что, не слышал? Я слышал, там что-то бахнуло. Я думал, это вон наши вам работают. Там ребята вот с винтовками. В общем, Ребята, Ну да. какие ребята? Ну те, которые по вам стреляли. Так, ладно. Ну я отозвал, вы не ссыте, нормально все будет. Если вы реально от Миши, то все нормально. Вы главное это, вот, стволы не доставайте, как бы, давайте не будем им как бы лишних проблем создавать. Да, Андрюх, все нормально. Короче, по поводу радиодеталей. Мы пока к тебе двигались, увидели группу юсеков, и они охраняют какой-то упавший военный около самолета или хрен его пойми, что такое. Ну да, я их вот это по рации прослушиваю. Вот, выглядит невероятно ценно. Мы можем сгонять, посмотреть, что там кого, а ты своим профессиональным взглядом оценишь, сколько это все стоит. Только давай ты с нами сходишь. А мы тебя сразу на месте, если ты Да. скажешь, что это того стоит, загребем и тебя как кортеж сопроводим. Ты в всё сторонке будет чики-пуки. постоишь, мы там пошукаем. Товарищ Жмых, кинь, пожалуйста, пылка на свою речь. Я подержу. Это 8, минус 1, 7. Ой, слушай, я все понимаю, я вам могу, сказать, что там происходит. Я вот тут слушаю радиопереговоры их. Ну, отсюда я не ногой. У меня здесь, знаешь, укрепрайон такой, что меня отсюда фиг выкуришь. Мы заметили. Я говорю: смотри, мы без тебя не разберемся, ну, среди нас особо нет таких умных. Вот мы мимо проходили, я там такую важную деталь нашел, значит, достаю шланг, говорю: вот это от упавшего вертолета, смотри, может быть, с нами пойдешь, вообще расскажешь, что это, и так Он круто, смотрит там на тебя, как на налутаешь». дебила. Я говорю: это главный шланг вертолета. Пусть это сработает. Знаешь, он делает, вот такой фейспалм просто и такой... Слушай, я, конечно, понимаю, что вы не очень умные. Смотри, он достает такую из-под задницы деталь, показывает ее вам. Такой: вот, смотри, видишь, вот такая зелененькая. Вот все, что в вертолете найдете, тащите.
Я, короче, могу вам подсказать. Единственное, что они, короче, со стороны канализации поставили всего одного охранника. Вот, там прикрывать нечем. Вот все, что найдете, тащите, я заплачу нормально. Я говорю, ты ж понимаешь, ну вот смотри, мы тебе шланг даем, а ты нам какую-то коробку показываешь, зеленую, непонятную. Мы ж без тебя не разберемся. Пошли ты, вот можешь кого-нибудь взять с собой, там он тебя прикроет, не переживай, все хорошо. Тут... Судя по всему, он не настроен с тобой разговаривать после разговора со Жмыхом, он как бы ему все объяснил. Так, у меня вопрос на внимательность. Как далеко его радейка сейчас находится? Которая на нем? А, она на нем, я Она понял. на нем. Он типа в разгрузке у него висит. Насколько мы близко к нему? Гранату ему покажи. Ну, вы сидите прям вот, знаешь, ну, типа напротив, примерно, ну, в метре. Я встаю и начинаю ходить по палатке, размышляя вслух, делая вид, что мы ведем беседу, но на самом деле мой план — это подобраться к нему настолько близко, насколько это возможно. Вчетвером? Но я... Ты пока один. Но я Что чисто ты вот хочешь сделать после того, как подберешься? вырвать у него радейку нахуй из разгрузки, чтобы он не мог сообщить снайперам, что у него проблемы. А сделай это отстранно. Ну, это победа. Это 9. Ну, смотри, короче, ты ходишь кругами, пытаясь с ним немножко общаться на какие-то отвлеченные темы, понятные только Жмыхам. Деньги, 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 деньги. Золотые В общем, в какой-то появились. момент ты хватаешь рацию из его разгрузки, выдергиваешь ее, и в этот момент его рука хватает твою руку. И ваши глаза И в этот встречаются. момент я бью его по лицу своим коронным ударом. Мастихин, кидай жестко. Нет, зачем? Дело сделано. Ты мог дотянуться все это время? И тут Мастихин теряет ложку. Я поднял ложку. 4 плюс Так, 8. 2. А, нет, да, там 4 плюс 4 плюс 2, 8. Смотри, короче, ты- Он охранник, все хорошо. Я сказал, что я боксер. Охранник должен В общем-то, охранять. ты с коронного удара просто с всей дури втаскиваешь ему в лицо. Он делает такое практически сальто, падает на край крыши, пролетая через эту палатку, срывая ее. Собственно, пытается встать. Жмых падает вместе с ним рядом. Он отпускает руку Жмыха. Вася, что ты делаешь в этот момент? Ты видишь всю эту картину. Я пытаюсь осмотреться и вычислить, откуда по нам будут дальше стрелять снайпера. Смотри, ты помнишь, откуда вы вас светили фонариком. Хорошо, я беру этот сектор на прицел. Ты в оптику видишь, как Пугающе там... сосредоточено. Ты в оптику поглядываешь и видишь там прицел, который направлен... Ну, отблески прицела, который направлен в вас. Я ничего не предпринимаю, пока по нам не шмальнут. Окей. Толя? Я вижу все это и, значит, пытаюсь связать его жгутом. Кидай Ну, от того, которого жестко. завалили. Кидай от жестко, насколько ты быстро сможешь его связать. Я кричу своим товарищам, ему надо затащить 7 обратно. плюс 1, 8. 8. Ну, собственно, ты пытаешься его связать. В этот момент, судя по всему, один из снайперов понимает, что что-то неладное, и стреляет в стоящего наиболее открытой мишенью Мастихина. Кинь получить урон, пожалуйста, Мастихин. А где Луна в это А время? куда он стреляет, как бы? У меня луна на плече. Он может в луну? Может в Луну попасть. Хорошо. Сейчас посмотрим, куда попал. Кинь, пожалуйста, получить урон. Я понял, что у тебя с этим проблемы. Ложка выпадает. 9 плюс что? 9 плюс 0, соответственно, если у тебя Да. нет, просто 9. Собственно, выстрел приходится в Луну, ранит его в ногу и попадает в твой бронежилет. Мягонько. Собственно, по тебе урон не проходит, но Луна в очередной раз получил травму. Он что-то бормочет тебе в ушко, так вот, больно. Мама, уже второй Все урок. хорошо. Все хорошо. Вижу ли я, откуда был Да, выстрел? видел. Давай. Я пугающе сосредоточен, целюсь этому человеку в лицо. Давай. В пугающее лицо. 6, 9 и что еще? Странно. Странно, да. 11. Ой, хорошо. Ты точным выстрелом просто стреляешь в ту сторону, примерно откуда был произведен выстрел в вас. И судя по вскрику и тому, что этот отблеск от снайперского прицела пропал, ты кого-то убил. Ей.
Парни, -1, но остался еще один. Я беру эту рацию, которую я спер у Жирного. Слишком рано. Я после выстрела резко меняю позицию на другую. Окей, ты начинаешь перебегать. Толя, Ну, У меня получилось связать его? да, ты связал его. То есть все, он у нас связанный и придавленный мастихином немножечко. Не, мастихин там он Палатки. все еще посередине крыши, как такой хороший маяк. ты, может, в палатку зайдешь? Так, А, палатки нет, вы ее снесли. Я снес палатку. Я думаю, как мы будем отсюда выбираться по лестнице, так она простреливается. Я беру рацию, которую спер у Андрея, включаю ее и передаю этим снайперам по рации. Хорош стрелять. Ваше тело в заложниках. Еще хоть один выстрел, и у него отлетит голова. Отжимаю кнопку, чтобы услышать ответ. В ответ через буквально, знаешь, не проходит несколько томительных секунд. Ответ не заставил себя долго ждать, поэтому человек на обратной стороне говорит себе: так, ну-ка, быстренько свалили, пока твой друг тоже не умер. Я сейчас целюсь прямо ему в голову. Ты тоже на прицеле, дорогой. Повисает зловещая тишина. Остальные что делают? Откуда у нас по нам стрельба велась? Ну, по крайней С мере, желтой того, кого крыши. вы увидели, убил Вася. Я понимаю, откуда в меня целится. Нет. Ночь. Ну. А он понимает, что целится в меня? Кто? Снайпер. Ну, возможно, я не знаю. Я перебежал. Подожди. Давай. Просто смотри, мастихин, мы можем взять веревку и спустить тело с крыши, если что. Я использую способность. Да пошло все нахер. И бегу к ближайшему укрытию, которое меня скроет от снайпера. Окей, там броски какие-то нужны, я не помню. Да. Он не умеет читать. Я кидаю кубы от жестко. Давай. Кинь их Укрытие, жестко по газовые баллоны на крыше. 9, вот. А жестко у тебя сколько? Плюс 2, 11. И на 10, если выкинул, чудесно, значит, все сделал. Да, ты все сделал чудесно, окей. Я кричу: да пошло оно нахер, и бегу вместе с Луной за ближайшее укрытие. Собственно, ты успеваешь забежать внутрь, примерно поняв, с какой стороны снайпер тебя не достанет, ты буквально своим телом пробиваешь одну из дверей на лестнице и находишь там достаточно уютное укрытие без окон. Отсюда в тебя точно не попадут. Чудесно. Я предлагаю нам взять нашего связанного товарища и пока нас всех не постреляли, просто свалить через лестницу, осмотревшись на крыше и налутав, что можно. Чем мы тут торчим? Мы его взяли, нужно тащить к кинотеатру. Так, кто из вас крупнее? Ты или ты? Он. Кто сильнее? Я. Бери... Я осмотреться вначале хочу. Я хочу осмотреться на крыше, поискать, что тут может быть еще Под прицелом снайпера. в палатке. Ну, там укрытие есть, Еврейская Ты хочешь душа, осмотреться? конечно. Кидай от ума. Я в это время уже сменил позицию и пытаюсь найти второго снайпера. 10 плюс 2, 12. 3 вопроса любых. Что на крыше есть ценного? Там достаточно много ценных радиодеталей. С какой стороны по нам стреляют, мы знаем? Да. Ты примерно понимаешь, с какой стороны возможна зона обстрела, и, я думаю, сообщаешь об этом Васе. Мгм. И Куда можно отступить без куда можно наступить и как вообще можно с этой крыши? Один ли выход только? Смотри, вторым выходом была пожарная лестница. Еще ты находишь обрывки какой-то веревки достаточно длинной. Но она, скорее всего, дотянется максимум этажа до 2. Придется прыгать. Прекрасно. А она находится с другой стороны по отношению к тому, откуда нас стреляют? Да, с другой стороны. Я говорю, мастихин. Его нет с вами. Он сбежал. Я кричу, мастихин! Очень жаль. Ну ладно, я тогда хочу примотать остатки гофрошланга к этой веревке. Этого мне Хорошо, хватит, ты чтобы припрятываешь спуститься? остатки гофрошланга к веревке, я даже бросать не заставлю, просто примотал. А этого хватит, чтобы спуститься на землю? Но по длине хватит. Ох, мне не нравится. Я говорю, Жмых, у тебя есть кто-нибудь очень легкий из твоих? У меня есть 10-килограммовый блин от штанги. Прекрасно.
Оставь его себе. Да блин. Я хочу связанного товарища без сознания примотать к этой веревке, и мы с жмыхами аккуратненько в 10 рук его спустим на землю. Окей, ты приматываешь его, кинь, пожалуйста, А от ты, странно. ты целься в него, чтобы не убежал, если что. Кинь, пожалуйста, от странно. Это максимально странное действие. Глаза змеи. 1-1? Да. Ну смотри, ты, короче, аккуратненько Странно привязываешь его. +1. Аккуратненько привязываешь его. Вы со жмыхами подносите его к краю. Пытаетесь аккуратно спустить, он переваливается Я говорю- через край и вырывается у вас из рук. Шланг точно выдержит. Гофрошланг я проверял. Да, это который главный шланг от вертолета. Да, главный шланг от вертолета, к сожалению, не выдерживает. И ваш товарищ, ну как товарищ, он был другом только жмыху, отрывается от этой веревки и с высоты 2-го этажа превращается в некое подобие фарша внизу. Я говорю, ну, смотрите, нам не обязательно он был живой. Помните, да? В общем-то, мы можем его аккуратно собрать. Я столько времени договаривался, чтобы ты просто скинул его с крыши! Мы привязали его. А еще смотри, И после этого я жестокий, да? и после этого смотри, у нас здесь, я знаю, ты любишь лут, здесь очень много радиодеталей. Давай ты Нам шмаляют, придурок! Тут много укрытий, я осмотрелся. Ты передал ему, да, где снайпер? Да, конечно. Я кричу, снайпер там. Ну, мы Лучшая инфа в мире! же поняли, откуда Я стреляют? просто вылез из укрытия и хлопаем. Да. А я тоже вылез, такие 2 головы торчат. Там, там, нет, там. И снайпер она смотрит, точно? В общем, там. Спасибо, спасибо. Я осматриваюсь в своей комнатушке, ища запасной выход. Ты когда успел начать жрать? Я собственно, начинаю жрать. Осмотревшись, ты видишь, что выход либо на крышу, либо вниз по лестнице. То есть в моей комнатушке есть выход вниз по лестнице. Ну да. Ну, типа, Я по которой высовываюсь и кричу. по той, по которой ты бежал. Ребята, тут есть безопасный выход. Нет, он не безопасный, это тот, по которому ты поднимался и спускался. Я кричу, ребята, здесь есть безопасный выход. Я передаю по рации этому снайперу в очередной раз, говорю, дорогой мой, ты сейчас находишься на прицеле, твой лысый жирный босс стоит недалеко от меня с винтовкой, приставленной к затылку. Если ты хочешь уйти отсюда хотя бы живым, не то чтобы с деньгами, я тебе настоятельно рекомендую просто уйти. Мы не будем тебя искать, мы не будем тебя преследовать. Ты просто уйдешь, и мы разойдемся, как в море кораблей. Очень пылкая речь, кинь, пожалуйста, кубы. Я знаю, кто ты, I я will знаю, show you. где ты. Подожди, тот жирный босс, он лежит, который Да, внизу? это тот, которого мы скинули. Ну, должно было сработать. 4 Товарищ тоже вылетело. пылкая, да? минус 3. Она вылетела в зону игровую. Ну, собственно, в тебя стреляют откуда-то из соседнего здания. Кинь, пожалуйста, получить урон. Пока тебя стреляют, я говорю, вот оттуда стреляли. Я знаю, Вася откуда видит стреляют. примерно, откуда был произведен выстрел. Работаешь? Работаем. 7. Ну, смотри, выстрел попадает в тебя. Реши, хочешь ли ты остаться на ногах или получить урон. Потому что в тебя пролетело, ты пытаешься ли ты устоять на ногах? Так, у меня, если что, бронежилет есть на До Да, края. Напоминаю, ну, Ты стоишь на я крыше. падаю. Ну, типа, я не пытаюсь устоять на ногах. Собственно, ты падаешь на спину на край крыши, shit. с трудом держишься руками, чтобы не перевалиться. Впиши в себя 1 урон, броник поврежден, Но еще цел? но еще цел. Там, если что, веревка висит. Вася, твои Паша, действия. Я пугающе сосредоточенно замечаю выстрел и стреляю в это место, видя этого уёбка. Сука. 5 плюс странно 7. По-моему, 7. СВД Ты такая. видишь его, вы стреляете буквально молниеносно в ответ. Пули пролетают в миллиметрах друг от друга. Ты попадаешь в него, и он попадает в тебя. Кинь, получить урон. Пиздец. 11. 11. 11. Броник на тебе, к счастью, защищает от полученного повреждения. Пуля просто проскакивает, чиркая по нему. Он, соответственно, достаточно сильно поврежден, но ты цел и жив. Я могу второй раз в ответ ему шлепнуть? Собственно, ты присматриваешься в оптику и видишь, что там, где он был, его нет. Он либо мертв, либо куда-то сбежал.
Я кричу своим братьям, что снайпер ушел, один мертв, нужно валить прямо сейчас. И я пытаюсь поднять жмыха, висящего на краю. Такой, бра. Я думаю, что тебе это удается без бросков. Вы выбираетесь. Спасибо. Пока выбираемся, я лутаю радиодетали. Стараясь не привлекать к себе внимания, наша группа диких потащила тело Андрея, чтобы сдать его тем, кто обещал им оружие. Он достает ключ из разгрузки, открывает ящик, который стоит, снимает с него замок. Открывает, внутри вы видите 2 гранатомета с, соответственно, снарядами для них. Один я забираю себе. Второй мой. Рассыпуху понял. из 10 гранат. У тебя пулемет. Беру 5 гранат. Достаю карту, которую достал с Андрюхи Жирного, где канализация отмечена. Андрюха сказал, что у канализации одно тело, которое охраняет всю эту территорию. Если мы снимем его быстро и тихо, то сможем зайти неожиданно и их нормально там отработать. Я показываю свой ствол с глушителем, дамский пистолет. Вот. И говорю, что я сниму его тихо. А ты сможешь подойти на расстояние выстрела тихо? Ты умеешь ходить? Вы правда хотите через канализацию, через люк, чтобы мастихин с маленьким дамским пистолетиком, он пролезет вообще? Я пролезу. Вы в целом находите быстро вход в канализацию. Туда, соответственно, первым с трудом залазит мастихин. Нахрена он полез первым? Я? Да. Не знаю. А что, дурак? У меня есть пистолет, я выдвигаюсь тихо. Собственно, за ним Вперед. залазят все остальные. Внутри достаточно такой длинный коллектор, судя по всему, для дождевой воды. Идти в нем можно только полусогнувшись. Вы через какое-то время добираетесь до конца канализации. Выбираетесь наружу. Снаружи, соответственно, достаточно тихо, раннее утро. Собственно, открыв канализационный люк, Угу. Помните, как в фильме «Скала» так? вы видите, как один из юсеков мирно так, спокойненько сидит на капоте синей машины, покуривая сигарету, дымя в предрассветное утро. Его МП-4 стоит возле машины, облокотившись на нее. И он, собственно, судя по всему, абсолютно вас не видит. Чуть дальше, за желтой машиной, вы видите, как еще 3 юсеков общаются между собой. Что-то на английском, отсюда не разобрать. У меня есть. Я предлагаю шепотом, говорю, ты сними с пистолета того, кто на капоте, а с граника мы со жмухом за контролем 3. Одновременно отработаем, да. Их 15. Мы через забор можем посмотреть там наверняка где-то щелочка есть, чтобы мы увидели, где остальные. Ты присматриваешься, видишь, что за вертолетом, так вот аккуратненько выглянув, стараясь не привлекать внимания, видишь, что за вертолетом устроена небольшая оборонительная позиция из мешков возле машины полиции. И на ней стоит стационарка. Один из юсеков сидит за стационаркой, второй, соответственно, опершись спиной на эти мешки, лежит тоже, покуривая какую-то сигарету или что-то подобное, выпуская вверх клубы. Я объясняю ребятам, что я увидел, выдаю по 2 гранаты Луне, Луне 2 Фобусу, объясняю, куда их нужно кинуть после того, как я сниму чувака на машине. Давай ты поддержишь этих Я понял. спутников наших. С граника. Да, с граника по АГСу или по стационарному, По утесу. что там стоит, по крупнику. А я отработаю с граника по Троице. Давай. Я пойду в обход через зеленку. Ты хочешь Через другую... отделиться? Ты уверен? Ну, посмотрим. Сейчас вылезем, разберемся. Ну, До зеленки тебе идти только через чуваков. сейчас работать будем взрывами. Там нечему гореть. 5 плюс 2, 7. 7. Там Собственно, грибная водка-то что? твоя импровизированный коктейль Молотова попадает в машину, разливается на ту сторону. Ты видишь, как юсек отскакивает так, что оказывается на достаточно открытом пространстве. Собственно, он вскидывает винтовку и делает несколько выстрелов в твою сторону. Кинь получить урон. У меня вопрос, а мои жмыхи в это время его не видят? Твои жмыхи, собственно, сейчас отрабатывают потихоньку по зеленке. 11. Могу ли я это перехватить, так как я еще не ходил в этом ходу? Секунду.
По Толе производится несколько очередей. Собственно, все они проходят чуть выше твоей головы. Судя по всему, у чувака задета огнем рука. В этот момент Мастихин. Я понимаю, что время пришло. Вот, и достаю наконец-таки пулемет. Наконец-то что-то, с чего ты умеешь стрелять. Беру на прицел Я бы так... Беру на прицел этого юсека на открытом пространстве и начинаю кричать: «Вешайся, сука!» и топлю в него. Ты, собственно, выжимаешь Давай. Он повесил? все силы. 6 плюс 8. 6 плюс 8. 6 плюс 2. 6 6 плюс плюс 2, я охранник. Собственно, ты просто начинаешь безостановочно шмалять из пулемета в его сторону. Он успевает высадить в тебя небольшую очередь буквально из 3 патрон, после чего падает, собственно, прошитый буквально насквозь твоими бронебойными. Это хорошо. Кинь в себя получить урон. А броня не погашает это? Ну, сейчас посмотрим. Та самая естественная броня? 6, и броня у меня 3. А урон в тебя есть какой-то? Нет. Ты целый, да? Да, я Ну, целый. собственно, ты получаешь несколько выстрелов буквально по бронику, который на тебе. Он превращается вот просто в лохмотье в нескольких местах. Но ты в целом жив, цел и без повреждений. Тем временем вертолет продолжает все сильнее разгораться. Жмыхи, С нашей стороны вертолет, получается, не горит. с вашей стороны не горит. Вход в вертолет с нашей стороны имеется. Да, имеется. Я собираю всю волю в кулак, вспоминаю все фильмы про Рэмбо, Робокопов и других пафосных личностей, которые творили великие дела в самый подходящий момент. Плюс я под боевым стимулятором, поэтому у меня страх отсутствует, и я немного крышей поехал. Время замедляется. это такое. И я бегу в сторону этого вертолета со стороны, с которой он не горит, в надежде вытянуть изнутри этого вертолета те самые документы, ради которых мы, сюда прибежали, и, может быть, еще что-то ценное по пути захватить. Кинь от, соответственно, умно, чтобы найти их. Черт. Я ж Надо тупой. было вдвоем бежать. 8. Собственно, ты начинаешь искать, видишь, что в самолете достаточно дымно. В какой-то момент ты находишь папку с похожей печатью сверху, суешь ее к себе в рюкзак, но начинаешь уже задыхаться от гари и дыма, которые скопились внутри. Впиши в себя, пожалуйста, 2 урона. Я, если что, сразу бегу на выход. Моментально. Да-да-да, я понимаю. Собственно, ты вываливаешься из вертолета. Тем временем Вася. Я, видя выбегающего жмыха с папкой, кашляющего своей кровью, Кровь откуда? Ладно, так надо. Я с Ларисой так вижу. Давай. Да. Я пытаюсь выстрелить в зеленку по этим собравшимся юсекам из граника, и просто их отвлечь. Вот. Окей, Я это делаю пугающе сосредоточенно. кидай. 5-12. Собственно, ты целился так, чтобы отвлечь, но снаряд просто идеально попадает в одного из юсеков, который только что перебегал в сторону полицейской машины, которая лежит уже, соответственно, на крыше, буквально разорвав его в куски. Остальные начинают немного отступать, постреливая в вашу сторону. И я кричу своим товарищам, братьям, что у нас есть окно, чтобы свалить в этот люк и отнести документы. Валим. Я прыгаю в канализацию. Прям прыгаешь? Ну, я беру пулемет, он в руках. И я могу... И пулемет первым, пожалуйста. Черепашка-ниндзя такой. Я прыгаю вот так, как бы, и кричу: «Спутники за мной!» Супергерой. Кинь, пожалуйста, от круто. Это будет... Это странно, мне кажется. Это будет Легин. Подожди. Хоть один, да, пожалуйста. 9. Ну ладно. 9. От круто. Проскользнул. Круто, плюс 2. Ну, наконец-то. 11 или 12? Можно, если на голову 12? упадут? Ну, 11 или 12. Окей, соответственно, ты разбегаешься просто идеальным, знаешь, как Марио, идеально просто падаешь в этот канализационное отверстие, уходя туда вот до низа, практически идеально попадая в центр.
там невысоко. Хорошо. На тебя падают твои спутники. Сверху, собственно, прыгают твои спутники. Остальные? Я услышал крик Васи, пусть и немножко контуженный. Бегу в сторону канализации со всех ног, стараясь не попасть под огонь, который по нам идет здесь. Ну, это, соответственно, действие под огнем. Используй плюс круто. 5 плюс 2, 7. Собственно, ты бежишь в ту сторону, собственно, видишь, как в одного из твоих жмыхов попадает, он начинает отстреливаться, убивает одного из юсеков. Ты видишь, как его ранят в одну из ног в тот момент, когда ты добегаешь до канализации. Он, собственно, падает на одну ногу, пытается ползти где-то посередине между вертолетом и перевернутой машиной. Значит, А что он там делал? Поскольку я сижу все это время недалеко от канализации, до этого я кидал бутылку, собственно, я вижу, как мимо меня прибегают жмыхи и проползает что-то похожее на жмыха. Собственно, я пытаюсь их на проходе смазать, подмазать зеленочкой, чтобы им было полегче. Я думаю, у тебя вряд ли это получится. Они очень быстро бегут и буквально сразу же прыгают в канализацию. Так как раз мимо пробегает зеленка, мазнул одного, второго, третьего. Ну окей, это не особо возымело эффекта, ну ладно. Спасибо. Надеюсь, поможет. Ты лучше Теперь жмыхи в зеленке. простимулируй моего бойца, чтобы он дополз. Вот я пытался... Крикни ему, скажи, что он под боевым... Напомни ему, что он под боевым стимулятором. Я наблюдаю весь этот пиздец, читая ситуации, пугающе сосредоточенно, пытаясь помочь жмуху раненому и скинуть его в канализацию. Хидает тут Окей, я странно. думаю, что это действовать под огнем плюс круто. Плюс круто? Да. Сука. 6. Кажется, сейчас двоим. Ты, собственно, добегаешь до жмыха, хватаешь его под руки, пытаешься вытащить. В этот момент очередью тебе попадает по ногам. Кинь, пожалуйста, получить урон. 5. 5. В тебя влетает 4 урона. Ого. Это много. Толя? А они смогли добежать-то в итоге? Они все еще возле машины, собственно. Тебе прилетело по ногам Вася. Значит, я пытаюсь кинуть им гофрошланг, чтобы вытянуть за гофрошланг. Гофрошланг ты потерял еще я на его моменте в Пейнвуде. Не отвязал, да? Очень жаль, очень жаль. Ну как бы ты его не то что не отвязал, он порванный там был. Я вспоминаю, что у меня есть гитарный гриф. Струны, давай Да, сюда. и я вспоминаю, что он все еще со струнами, выдергиваю оттуда струны, параллельно их переплетая между собой в одну единую эту Красиво веревку делаешь. и кидаю ее тебе со словами «Давай, брат!» Действие под огнем это достаточно сложное действие, чтобы сделать это Под огнем. быстро. Я все еще под боевым стимулятором, я крайне сосредоточен. Я думаю, что это бесплатный переброс, если не удастся. Под боевым стимулятором. Я переброшу, он выпал за пределы. Да, перебрось. Это бесплатный переброс. Подожди. Так, Пять. 5. Ну, Бесплатный переброс. Можешь бесплатно перебросить, так как ты под боевыми стимуляторами. 9. Ну Плюс смотри, круто, ты да? связал, Подожди, короче, подожди. струны, но по ним... Секунду, товарищ ведущий. Да. Плюс круто, правильно? Да. Тогда 11. О, отлично. Ты, соответственно, связал просто идеально струны в веревку. И я думаю, что если сильно постараться, можно даже вытянуть двоих ими. Вот такие струны. В общем, я ловлю эти струны и кидаю нашим пацанам, которые там корчатся у вертолета. Собственно, Вася, пробуй схватиться, если хочешь. Да, конечно. Я жить-то Действовать хочу. под огнем плюс круто. А я сосредоточен или нет? Нет, вот это просто вот круто, это не стрельба. 6. И плюс круто 7. Собственно, вас Толя вытаскивает, вы получаете еще несколько выстрелов. Кинь получить урон. Только не сдохни сейчас. Так я мертв, все, типа. А за тебя жмых еще держится, да? 6. Здоровье есть сколько-нибудь? Минус? 1. Минус 1. Одна последняя, да? Да, но у меня броня еще есть. Толя, собственно, ты дотаскиваешь бездыханное тело Васи. Ага. Он без сознания, в нем просто несколько дырок от пуль. Уважаемый мастер игры, там еще жмых был. Да, и жмых, собственно, держится за него и за струны. Он тащит Васю вот так под руки, теперь он уже тащит его. Юсеки продолжают наступать в вашу сторону. Я понимаю, что они слишком долго
Ну да. Я вылезаю из канализации. Я понимаю, что документы не у меня. Они у меня, я в канализации. Нет. Да. Нет, ты же Я еще в не канализации, спрыгнул. они моего жмыха спасают, а не меня. Ты еще же не спрыгнул, ты бежал в сторону Он канализации, спрыгнул, он Да, там. он там, вы там вдвоем. Три жмыха внутри, а четвертый там с Точно, Васей. я вас еще зеленкой мазал, вы такие полосатые все. да. Я вылезаю из канализации. Зачем? Залезь обратно. Не Я лезь! залезаю в канализацию. Я выглядываю и осматриваюсь, кто живой там есть. Пожалуйста. Кто живой там есть. Собственно, ты осматриваешься снаружи, видишь, что Толя подтащил только что живого жмыха и, соответственно, Васю. Я к краю могу их канализации. схватить? Да. Я хватаю их и затаскиваю внутрь. Собственно, ты затаскиваешь внутрь, юсеки продолжают там что-то постреливать в вашу сторону. Вы все внутри канализации. Да, я рыбкой еще тоже туда ныряю за ними. Я могу как-то люк закрыть с внешней? Да. Я закрываю этот люк и подпираю его чем-нибудь, чтобы они его открыть не смогли. Окей. Все, мы выдвигаемся в сторону Миши, и по пути я говорю нашему доктору, чтобы он привел в чувство Да, товарища. я в канализации, значит, ищу коллектор по менее вонючий, ставлю там лазарет. Окей. Оставшееся утро вы с трудом хромая, перетаскивая раненых, добираетесь до убежища Миши, собственно, Скупого. Заваливаетесь внутрь, закидываете туда почти бездыханное тело Васи, раненого жмыха, перебинтовываете его как-то. Он, собственно, притаскивает вам пару комплектов медицины. Ну что, господа, вы нашли эти документы? Мы нашли эти документы. Мы нашли какие-то документы. Мы нашли какие-то документы. На них Он, есть собственно, осматривает то, что принес ему жмых, видит нужную печать сверху и такой, ну вот вроде, можете же, когда захотите. Говорили 15 юсеков, 15 юсеков. Сколько их мы завалили? 7? Мы завалили всех. Нет, не всех. Мы Всех 8 15 где-то. Да, завалили? мы говорим, что завалили всех. Мы говорим, что завалили всех. И если мало ли вдруг на его лице появится хоть толика сомнения, я демонстративно показываю ему 2 гранатомета. Слушай, а ты говоришь, пушки вам нужны. Вы смотрите, какие при делах. Ладно. То, что обещал, отдам. Он притаскивает 2 достаточно хороших ауга с комплектом патрон. Броник, 200 баксов и бутылку самогонки. О, это мне. Мы пересчитываем баксы. Нет. Мы пересчитываем самогон. Вы пересчитываете самогон и баксы. Все, что он обещал здесь. А на этом эта история, наверное, может считаться законченной. Вы выжили. Ну, почти. Я поставил там лазарет, и он не сработал. В общем-то, Он был всем спасибо. бездыханный. Да, Это ну была отличная история. В общем-то, все. Ура! Я не выстрелил ни разу.